Привет-привет! Сегодня мы никуда не едем, остались в нашем городе Милтон Кейнс и пошли с Нуланом гулять. И сегодня я вас познакомлю с некоторыми достопримечательностями около канала Grand Union. Это ветряная мельница Брэдвелл, одна из самых ярких исторических достопримечательностей Милтон Кейнс. В ней 3 этажа, и она построена из местного известняка. Пройдемся по этажам, и я расскажу вам немного об истории этого места. После открытия канала Grand Junction, который теперь называется Grand Union, соединивший Лондон и Мидландс, в 1803 году Сэмюэл Холман приобрел у Генри Уилман акр земли недалеко от недавно открытого канала с намерением построить мельницу. Точно неизвестно, когда здание было завершено, но упоминалось, что оно было заново возведено в 1817 году. Считалось, что стоимость ветряной мельницы составляла около 500 фунтов, что по тем временам было немалой суммой. Сэмюэл управлял ветряной мельницей до своей смерти в 1825 году, когда она была унаследована его женой и сыном. Мельница перемалывала ячмень и пшеницу и обеспечивала пропитание семьям, которые впоследствии владели ею в следующие десятилетия. Но ситуация менялась, и с ростом использования пара мельница закрылась в 1876 году. Спустимся обратно на 2-й этаж и отойдем немного от истории. Как видите, в наше время мельница опять работает. Во время посещения происходит демонстрация, как это делается, и при выходе за небольшое пожертвование вы можете купить свежую муку. Ах да, и обратите внимание, здесь есть 2 очень симпатичные мышки. А теперь вернемся обратно к истории. По счастливой случайности крыша мельницы оставалась в основном неповрежденной до 20 века, тем самым защищая деревянные механизмы внутри. Многие мельницы были снесены в первой половине века, но ветряная мельница Брэдвелл считалась выдающейся достопримечательностью и поэтому была куплена в 1949 году за 80 фунтов городским советом округа Вулвертон. Последующие 20 лет были тяжелыми для мельницы, она и ремонтировалась, и рушилась. В 1969 году мельница была приобретена Milton Keynes Development Corporation. И потом было решено вернуть мельницу в рабочее состояние, и работы начались в 1976 году. Работы закончились в начале 1990-х годов, но не до полного рабочего состояния. И в 1992 году мельница была передана в собственность муниципального совета Милтон Кейнс. В мае 1996 года мельница провела свой первый день открытых дверей. И, наконец, в 2014 году ветряная мельница прошла дальнейшую реставрацию. Были установлены новые окна и облицовка цоколя, отремонтированы крылья и восстановлено оборудование. Теперь она восстановлена до полного рабочего состояния. На мельнице установлен электродвигатель, который позволяет жерновам измельчать в любую погоду. Летом мельница открыта для публики каждое последнее воскресенье месяца. И в конце концов, после 138-летнего перерыва, мельница опять стала рабочей. Вот такая длинная история всего лишь у одной мельницы. А поскольку мельница находится рядом с Grand Union каналом, туда мы и пойдем. Я вам хочу там кое-что показать, правда уже не столь древнее, но не менее интересное. Это маленькая, но очень значительная часть Grand Union канал. Это современный акведук Брэдвелл. Он был первым в своем роде построенным на территории Grand Union канал за более чем 100 лет. А пересекает он просто дорогу. Когда внизу проезжаешь на машине или просто идешь пешком, выглядит как простой мост. А построен он в 1991 году. А напротив него построен точно такой же мост для пешеходов и велосипедистов. Для лучшего кадра ждали лодочку, но так и не дождались. Как я вам говорила, этот акведук довольно молодой. А сейчас мы с вами поедем и посмотрим на акведук, который намного старше и намного известней. А это просто пешеходный мостик через канал. 15 минут езды на машине, и мы здесь.
Только тут конфуз. На машине не проедешь. И что нам остается делать? Припарковываем машину возле паба и идем в эту кроличью нору. Посмотрим, что в конце. Может, окажемся в Зазеркалье. А кроличья нора оказалась благоустроенная, с хорошей дорожкой. Еще немножко, еще чуть-чуть и... Нет, не Зазеркалье. Все та же самая старая добрая Англия. И перед собой опять мы видим Grand Union Canal и типичные английские узкие лодочки. Они называются narrow boats. Это особый тип лодок для канала, построенным с учетом узких шлюзов Соединенного Королевства. Система каналов Великобритании обеспечивала общенациональную транспортную сеть во время промышленной революции. Но с появлением железных дорог движение по коммерческим каналам постепенно сокращалось, и последние регулярные перевозки товаров на дальние расстояния исчезли в 1970 году. После 70-х годов narrowboats постепенно превращались в постоянные места проживания или для сдачи в аренду на время отпуска. Как видите, некоторые их приспособили как плавающий магазин и зарабатывают на этом деньги, как, например, этот магазин сладостей. Более 6 тысяч узких лодок зарегистрированы в качестве постоянных домов в системе водных путей Великобритании и представляют собой растущее альтернативное общество, живущее на полупостоянных причалах или постоянно курсирующих. Стандартная ширина узкой лодки должна быть 2 метра 8 сантиметров, а стандартная длина 17 метров 37 сантиметров. Есть лодки и шире, и длиннее, но у них могут быть проблемы с прохождением по каналу и шлюзам. Вот мы и пришли. Это акведук Cosgrove. Это судоходный акведук с чугунным желобом, который несет канал Grand Union через реку Great Ouse на границе между Бакингемшир и Нортхэмптоншир на северо-западной окраине Милтон-Кейнс. Нынешняя конструкция была построена в 1811 году на месте ранее разрушенной кирпичной конструкции. Когда была возведена нынешняя структура, она была названа как Iron Trunk. Конструкция имеет 2 пролета чугунных желобов с одной центральной каменной опорой. Столбы были построены из кирпича, но в 20 веке были заново облицованы кирпичом. Один раз мы в туннеле уже были, теперь нам бояться нечего. Идем и смотрим на акведук с другой стороны. Первый акведук, который был здесь построен, открылся 26 августа 1805 года и рухнул в феврале 1808 года. Второе строение было завершено в январе 1811 года и, как видите, стоит по сей день. Эту конструкцию спроектировал Бенджамин Беван, который был британским инженером-строителем и главным инженером Grand Union Canal, в то время Grand Junction Canal. А теперь немного о размерах. Желоб имеет ширину 4 метра 60 сантиметров, глубину 1,98 м и общую длину 31 метр. Поверхность канала находится примерно 12 метров над поверхностью реки. На пути есть небольшие земляные валы высотой 11 метров над дном долины и 46 метров шириной. Общая длина 800 метров. Grand Union канал в Англии является частью британской системы каналов. Его основная линия начинается в Лондоне и заканчивается в Бирмингем. Протяженность 220 километров, и в нем 166 шлюзов. И, как вы могли заметить, большинство из шлюзов открываются и закрываются вручную. Grand Union Canal в его нынешнем виде возник 1 января 1929 года и был расширен в 1932 году. С моей стороны было бы просто непростительно не показать вам такие прелестные курятники. Ладно, идем обратно в нору, к пабу, к машине и домой. Хотя нет, в Зазеркалье мы не побывали, так пойдем хоть в паб и с горя напьемся. Я чаю, Нулан кока-колу, а вы посмотрите интерьер паба. Паб Barley Mow
Это прекрасное здание 17 века и семейный бизнес, который гордится тем, что предлагает в основном домашние блюда, которые вкусные и могут удовлетворить любые требования. У вас есть возможность побывать внутри старого английского паба, а мы освежимся напитками и поедем домой. На этом сегодня все. Пока-пока. Хорошего дня. Скоро увидимся. А эту конфетку я хотела показать вам давным-давно, но все как-то не получалось. А сейчас ей уже 1 год. Зовут ее Дейзи. Я ее обожаю. Это не наша собака, это собака двоюродного брата моего мужа. Какая она красавица, правда?